Привет, мои золотые, мои дорогие, мои девочки. И у нас сегодня будет тема посплетничать, да разложить на таро на наших бывших. Давайте, мои дорогие, посмотрим, что наши бывшие сейчас думают о нас. У нас тема для гадания сейчас будет бывший. Что бы он сказал бы тебе сейчас? Давайте глянем на таро. Причем это таро особенно. В этом таро, дорогие мои, больше карт, чем в других таро. Дело в том, что здесь старших арканов больше. Здесь присутствует Анант. Ну что, давайте посмотрим. Бывший, что бы он сказал тебе сейчас? Четыре варианта. Четыре варианта. Девочки, меня здесь укусила оса. Это красноватая рука. Она билась за свое гнездо, которое, конечно же, я не разоряла. Но она вот живет в таком ящике, который я периодически открываю. Там целое осиное гнездо. И они меня никогда не трогали, да. Но вот потрясла я гривой там, и одна оса с разгону укусила меня в указательный палец. Но я ос не боюсь. Мы так, знаете, я их простила. Ну что, давайте посмотрим. Бывший, что бы он сказал тебе сейчас? После всего, что вы прожили, у вас были отношения. Хорошо ли закончилось, остались ли вы друзьями, либо он на вас как-то зол. Девочки, иногда бывшие прыскают ядом. Вы замечали это? Пытаются стебать или еще что-нибудь. Или посмотри, как у меня все хорошо после тебя. Ну что, давайте посмотрим. Бывший, что бы он сказал тебе сейчас, вот если бы вы откровенно с ним поговорили? Давайте посмотрим. Первый вариант, второй, третий, четвертый. Давайте вызовем его на откровенность, бывший. Можете все четыре карты загадывать. У кого было, девочки, четыре бывших. Может, какие-нибудь далекие мужчины. Мне, например, тоже интересно это гадание. И я бы хотела посмотреть, что обо мне думают мои бывшие. Не все, конечно же, да. Но все же. Ну, давайте. Бывшие девочки. Первый бывший, второй бывший, третий бывший и четвертый бывший. Можете в своем порядке их загадывать. Одного, второго, третьего, четвертого. Все четыре стихии, четыре масти представлены. Вам остается только выбрать рубашку. И мы сейчас почешем с вами язычками. Посмотрим, что бы он сказал бы тебе сейчас. Вот если бы ты с ним встретилась. Я так думаю, что он где-то эту встречу прокручивал у себя в голове, и мы сейчас будем смотреть, девочки, как он ее себе прокручивает, и как бы он откровенно, что бы он откровенно вам сказал. Ну что, давайте посмотрим. Ну что, первый вариант, девочки, первый бывший. Открываем. И смотрим на него. А он, девочки, о вас очень часто думает. Если вы думаете, что он уже забыл, как вас зовут, нет, нифига. Он думает, я бы даже сказала, что он еще и просматривает где-то ваши соцсети. Если даже вас где-то нету или у вас закрытые соцсети, вот поверьте, да, если вдруг бы вы открыли, то первый, кто бы там бы уже, как говорится, наследил, это был бы ваш бывший вот этот. Думает очень много и стучится. И он бы хотел бы о вашей жизни знать больше, чем он знает. Какие-то проблемы. Вот как будто, знаете, как будто у вас закрытый аккаунт, закрытая страничка. И там, где он обычно пасся, он уже не может там что-то увидеть, прочитать. Либо это связано с реальностью, вы там переехали, либо как-то, знаете, шторы закрыли, либо еще что-то. Как будто что-то у вас в жизни поменялось, где он добывал какую-то информацию о вас, а теперь у него белые пятна пошли, и он интересуется, он так любопытствует, а что же у вас там, а что же у вас там. Он не выкинул вас со своей памяти, своей жизни, но мы сейчас дальше посмотрим. Бывший, что бы он сказал бы тебе сейчас, если бы ты бы с ним встретилась?
Он как опять хочет с вами замутить, девочки, да, дьявол выпал, причем при тузе, это прикованное внимание постоянное, да, и причем дикое такое желание опять с вами сойтись у этого мужчины, дико хочется сойтись с вами, но если кто-то из вас подумывает вернуться к этому бывшему, девочки, не спешите, не спешите. Тут выпал дьявол. Здесь какая-то игра. Здесь он хочет с вами либо, как, знаете, вот как мужчина в отношениях, а он хочет с вами переспать, чтобы вы стали для его постоянной любовницей. Он не хочет каких-то чистых отношений. Он хочет секретных каких-то отношений с вами, как будто жизнь свою никак не менять, либо вашу не менять, но, знаете, как во грехе с вами быть. То есть, например, либо это от простого переспать, да, э, доказать, что вы опять его, что он опять к вам имеет доступ, либо это, девочки, отношения, которые он в паре, либо вы в паре, да, и ему очень хочется, чтобы, ну, знаете, потоптаться, наследить, а, натоптать по чистому полу, наследить. И как бы, знаете, знать вот этот ваш секретик, типа ваш общий, и в то же время, да, ему будет чесаться язык кому-то это все рассказать. Мужчина, который ждет вас в любовнице, ничего не меняя. Вот знаете, вот волк в овечьей шкуре трется где-то рядом. Не очень хорошие мысли у него. Возможно, девочки, у кого-то, если у кого-то вы расстались, например, и этот мужчина, например, по материальному у вас были какие-то жуткие вопросы, это может касаться еще и материальных каких-то вопросов, которые бы он хотел бы решить в свою сторону, ну, как бы, знаете, наколоть вас, да, одолжить каких-то денег и не вернуть. Или там может быть, элементов касаться или еще чего-то, да. Волк в овечьей шкуре, который либо... Вот смотрите, смотря как вы расстались, вот именно в том моменте, из-за чего вы расстались и как вы расстались, да, то он вот это как хочет повторить, да, но чтобы жизнь никак, на жизнь это никак не повлияло, и все же выцепить, да. То есть, например, если у вас были отношения там больше такого сексуального плана, хотели построить серьезные отношения, но не получилось, остался, ну, был только секс, да. То есть этот мужчина будет хотеть, чтобы вы были его любовницей, несмотря на то, в паре вы не в паре. Да, возможно, это желание разбить вашу новую пару, или чтобы вы за ним постоянно таскались, скажем так. Я вам скажу, у меня есть такой пример. Не со мной связанный, да, а с моей подругой, да. То есть ее Валера, скажем так, он ее так, да, сколько уже времени прошло, она по нему сохла 7 лет, да, потом резко все обрубила, все концы, и после этого вот уже лет, наверное, не знаю, года 4-5 лет, он у меня периодически спрашивает, да, ну, ее контакты, понимаете, конечно же, я ничего не даю, а для чего? Хоть он живет с другой уже девушкой и все остальное, для того, чтобы мучить, понимаете? Помучить, опять вытереть ноги и все такое. И вот доказать самому себе, вот смотри, она меня любила, ха-ха. Ну, короче, знаете, и тут такое, девочки, дьявол выпал на пентаклевом тузе. Это значит, знаете, такая вот подменная монета, фальшивка. То же самое, что фальшивые деньги сбросить на дороге и смотреть и наслаждаться, что кто-то подымет и обрадуется, да. Вот такое у него желание получить такие вот эмоции от связи с вами. Поэтому, девочки, насчет гадания, да, что бы он сказал тебе сейчас, ему есть что сказать. И, возможно, девочки, он в вашей жизни сейчас объявится, да, или как-то пытаться будет к вам где-то подкатить. Или, возможно, вы ему первое напишите, да. Готовьтесь к вранью, девочки. Он будет врать, он будет
пытаться как-то вот все переиграть в свою сторону, чтобы вот тот момент, из-за которого вы расстались, вот это, да, измена, может, предательство, может, деньги, девочки, да все что угодно, да, и вот эту опять ситуацию в вашей жизни повторить. Типа специально подкладывает вам те же грабли для того, чтобы получить какое-то свое садистское удовольствие. Понимаете? У него вот что-то такое, я бы даже сказала, с его головой. Не то. Не то, чтобы он прям хочет вам отомстить. Нет, это не просто месть какая-то, это его наклонность какая-то. Давайте еще посмотрим. Ваш бывший, что бы он сказал тебе сейчас? Блин, девочки, еще один туз выпал, да, и уже мечевой. Нельзя, карты говорят, нельзя с ним общаться, да, нельзя ничего такого, вот, потому что можно, вот реально грабли выпали. Он либо сейчас будет к тебе сам подкатывать, да, сколько бы времени ни пошло, может затаиться, но он очень много сейчас об тебе думает, он продумывает, как бы к тебе подобраться. Но подобраться не для того, чтобы строить с тобой по-новому счастливую жизнь, да, а вот чтобы ты опять испытала те эмоции, когда вы расставались. И он хочет в этом уже получить удовольствие, понимаешь? Так что не надо, девочки, с ним общаться. Не очень хороший тут вариант выпал насчет бывшего, да? А какой хороший вариант может быть с этим бывшим, девочки? У вас очень четко дьявол в погонах, как говорится, выпал, да? Дьявол выпал с двумя такими тузами. Пентаклевый и мечевой. Как говорится, один другого хуже вместе с дьяволом. Так что не надо, девочки, не общайтесь с ним. Пошел он нахрен такой человек. Я не буду говорить подлый, гадкий там и все остальное, да, чтобы там не оскорблять чьи-то чувства по отношению к бывшему. Но дело в том, что здесь прям манит дьявол для того, чтобы насладиться пережитым. Так что не дайте себе разбить сердечко второй раз. Вот такой вот первый вариант. Второй вариант. Давайте посмотрим. Тут уберу карты. Второй вариант. Бывший. Что бы он сказал бы тебе сейчас? Он бы тебе сказал, что ты разбила его сердце. Что ты разбила его сердце. После того, как он с тобой расстался, он либо долго еще не доверял другим женщинам, либо до сих пор не доверяет. Не зажившая рана такая, да, которая бередит его. Разбитое, девочки, сердце у него. Ну, давайте еще посмотрим. Бывший, что бы он тебе сейчас сказал? Да, и он и говорит это. Ты разбила его сердце, и он был беззащитен, когда вы расставались. А ты ее любил по-настоящему, когда вы расставались? Иерофант. Да, он тебя любил. Он хотел быть с тобой. Но дело в том, что, смотри, ты королева Пентаклевая выпала. Это расставание, почему вы расстались? Вы расстались по твоей инициативе, а не по его. Он здесь не особо-то и при чем. Может быть, ты до конца и не понимаешь, почему вы расстались, да, и, может быть, гонишь больше на него. Но на самом деле здесь получается, что это твоя судьба была с ним расстаться. А его судьба, он хотел эту свою судьбу строить вместе с тобой. Но в этих отношениях он хотел доминировать, да, и очень много чего он такого хотел, чтобы ты чего-то лишилась, да, то есть ты бы не была бы сама собой в этих отношениях, и поэтому потихонечку ты с этих отношений выходила, либо резко, потому что там что-то, скорее всего, тут даже если вот он изменил или предал тебя, да, и, например, вот он ушел к другой, к примеру, да, а как это я выбрала? Я не выбирала, я хотела с ним быть вместе. Нифига. Дело в том, что тут подсознание твое очень сильно сработало, и оно как отводило тебя. Твои мысли,
твоя логика, твоя интуиция, оно все было против этого мужчины. И, возможно, знаешь, ты ему очень почему ты с ним была? Потому что он этого очень сильно хотел. Там, может быть, долго ухаживал, добивался, да? И он прям давил на тебя. И ты где-то там, вот как, смотри, он выпал старшим арканом, а ты, получается, королевой. То есть все равно младше, да? То есть в эти отношения он тебя ввел, потому что он хотел такую даму, как ты, да? Но чтобы ты такая типа образованная, умная, да, интеллигентная, а он подумал, о, она образованная, умная, интеллигентная, ну-ка я ее поставлю продавцом работать. Ну, к примеру, да, я так говорю. И получается, что он тебя хотел использовать, подогнуть вот всю твою звездность под таланты все твои, под себя. А ты должна жить как кошка, которая гуляет сама по себе. И поэтому твое сознание внутри тебя, оно было против этого мужчины. И, скорее всего, тут была где-то твоя раздражительность. Может быть, где-то ты его пилила. Может быть, говорила, уничижала его достоинство. Ты как-то вот, знаешь, может, пренебрежительно в его сторону так говорила, да, и получается, он хотел, вот как деньги дают, да, он дает тебе деньги и ждет от тебя сдачу, чтобы ты отдала, да, почему-то мне так идет. А ты, получается, сдачу это не отдаешь. Хочешь отдаешь, хочешь нет. Его это вот как бы бесило, и он чувствовал себя как-то не так вместе с тобой. Он бы тебя в этих отношениях подавил бы, да, но тебя невозможно подавить, потому что все-таки пентаклевая королева – это та королева, которая кошка гуляет сама по себе. Если ей не давать гулять самой по себе, она просто сдохнет, грубо говоря. Она не будет той кошкой, да. И дело в том, что как раз-таки тут эти вот измены и предательства, которые могли бы с его стороны быть, да, когда бы он тебя, как говорится, просто уже довел бы до ручки, да, ты бы была непричесанная, некрасивая, сама чувствовала, что ты, а кому я уже нужна и все остальное. То есть твоя бы энергетика, он бы эту энергетику прям забирал, и ты бы ему служила. Но ты не создана для служения ему, а он этого до сих пор не понимает. И у него к тебе предъявы. Он бы хотел бы с тобой встретиться и сказать тебе, что ты разбила его сердце, потому что он хотел, чтобы ты типа была его женой или ты была его женой, но он тебе набрасывал всяких таких вот жизненных задач, да, которые нафиг тебе не нужны. И он не принимал тебя такой, какой ты есть. Он хотел тебя дрессировать, подстроить под себя, сделать своей служанкой. Но королеву служанкой не сделаешь, особенно такую, как ты. И когда вы встретитесь, да, девочки, а я думаю, что тут у вас все равно будет разговор, потому что это какая-то свежая, ну, как, свежая у него рана, он об этом думает. И у него уже продуман прям монолог в твою сторону, чтобы он тебе сказал по поводу вашего расставания. Он прям полностью продумал. Тут и надменность будет, тут и укоризна будет, укор, призыв к совести, да. Возможно, где-то могут быть при не очень негативном раскладе тут, да, если этот иерофант такой очень отрицательный персонаж, то это даже маты какие-то в твою сторону могут быть, да. Тут нет уважения, девочки. Уважения к вам как личности, как персоне. Мужчина рассчитывал, что ты будешь под ним. Ты под ним не оказалась. И из-за того, что ты под ним не оказалась, у него разбито сердце. Он все равно этого не понял. Почему так произошло? Почему вы расстались? Он винит тебя в том, что вы расстались. Винит тебя. И у него... Ну, я бы его не слушала, девочки. Не слушала, чтобы он говорил о вашем расставании, потому что, знаете, это как говна попить, извините меня за выражение. Вот такой, знаете, неприятный осадочек хочет оставить в вас. Не надо. Ты кошка, которая гуляет сама по себе. И у тебя должен быть такой же
Пентакливый, как говорится, кот, как и ты. Король Пентакливый для королевы Пентакливой. А вот этот иерофант с разбитым сердцем, тот, который может высосать с тебя энергетику, которому ты должна будешь служить, обхаживать его и все остальное. Есть ли смысл? Но тут, девочки, скрывается такое, что кто-то из вас с этим мужчиной все-таки может продолжить потом, восстановить отношения, да? Но обратите внимание, что будет давить, будет давить. Считает себя достойной для того, чтобы отбор кошечек у него, да, как у Куклачева. Вот ты по внешним параметрам себя подходишь, а то, что у тебя в душе, ему не особо важно. Я бы с ним, например, не разговаривала, потому что это может быть скандал, это может быть выяснение отношений, это может быть, девочки, то, что ты такая, ты то, пятое, десятое, предъявы какие-то, да, не надо. Причем, знаете, он выпал такой картой, которая это старшим арканом, да, и вот эти его предъявы, его эти какие-то монологи, они будут так неприятно застревать у вас в голове, в сердце, да, и, возможно, понижение самооценки, да, возможно, развитие неуверенности. Вот он будет, вот как только вы с ними поговорите, будет неуверенность в себе. Поэтому, в принципе, да, просто думайте, что это не тот, который помогает развитию вас как женщины. Вот такие вот дела, мои дорогие. Третий вариант давайте посмотрим. Бывший, что бы он тебе сейчас сказал? Пентакливая тройка выпала. А что ты хочешь ей сказать? А что, девочки, тут какое-то общение, может быть, и есть такое. Привет-привет, пока-пока. Либо вы где-то в соцсетях общаетесь, да. Тут какое-то у вас общение есть. Но знаете что? Тут у вас будет с ним разговор. Даже если никаких сейчас разговоров нету, девочки, вот это вот эти разговоры какие-то с этим бывшим, они у вас будут. Встреча будет, но не то, что там вы прям с ним встретитесь для того, чтобы вместе там что-то созидать. Нет, это будет либо случайная какая-то встреча, если вы вот вместе в одном городе где-то живете, да, либо это будет разговор по интернету, в соцсетях, какой-то разговор такой. Как будто никто никому ничего не обещал и не должен. Но что ты хочешь сказать ей? Тут есть ревность еще какая-то. Знаете, даже не сколько, ну, прям не такая вот ревность, как в паре, да, мужчины и женщины, а именно как-то бестолковая ревность. Он ревнует, девочки, вас. Он ревнует. У него к вам остался такой сексуальный интерес. И он не хочет представлять вас, вот знаете, делает постную мину, такую морду кирпичом, когда думает о том, что вы с кем-то там можете переспать или либо спите. Вот такая вот ревность идет. Но совершенно не показывает своих каких-то эмоций в эту сторону. А нет, показывает, девочки. А как ты показываешь? Он какой-то у вас такой странный. Он любит либо что-то разбрасывать, бросать, возвращать какие-то подарки.
у него есть какой-то такой тип поведения, девочки. Вот когда он вас ревнует, да, он все, типа, забирай свои шмотки, ты у меня еще вот это оставила, или вот это, да, и ты зубную щетку не забрала, или вот какие-то свои вещи. Или девочки, вот как, знаете, вот некоторые мужчины, вот он молчит, да, но вот когда он понимает, что вы с кем-то там чего-то там, да, что у вас где-то там кто-то уже есть, да, или потенциально, он, получается, начинает беситься и что-то разбрасывать, бить, а, возвращать какие-то вам подарки, возможно, да, как-то, может быть, до вас доколупываться может. Если, например, это бывший, с которым у вас, например, есть дети, это такой вот будет: ты плохо одела штаны там ребенку, ты или еще что-то сделала, да, вот какие-то такие. У него есть какое-то типичное поведение, именно когда он вас ревнует к потенциальному вашему, либо уже теперешнему мужчине. И его бесит, что сексуально он не имеет над вами власти. Вот такой вот мужчина. А давайте еще глянем. А что бы ты сказал бы сейчас ей? Ой, девочки, вот он очень хочет показать свою ревность. Типа, ты мне изменяла, да ты там всю жизнь. Короче, он хочет сделать из вас, знаете, такую гулящую женщину, шлюшку. Ему так легче жить. То есть все ваши новые отношения — это не отношения, девочки, для него. Это то, что вы гулящая женщина, понимаете? Даже если вы там 5 лет были без отношений и вообще без никого после этого бывшего, да, то как только вы найдете нового мужчину, пойдете на свидание, этот будет знать, ну что от нее можно было ожидать? Она встретила другого мужчину, она же гулящая. Ой, она была 2 раза замужем, да. Ой, она это вот, ты посмотри, она же гулящая. А все это с чем связано? С тем, что он ревнует, что вот ревнует именно к сексу с другими. Мгм. Да-да-да. Семерочка кубков. А что бы ты сказал ей сейчас? Что ты хочешь ей сказать? Он хочет высказать эту свою ревность. Высказать. И не то, что даже высказать, да, он хочет, чтобы вы так вот поприсмыкались еще. Вот реально он хочет, чтобы вы как-то поприсмыкались перед ним. То есть он, знаете, как хочет с вами разговаривать? Ты знаешь, там, ты такая-то, ты сякая, ты пятая, десятая, хочет, возможно, ругаться, орать на вас, говорить у вас нелицеприятные, да, вещи о вашей судьбе, о ваших новых мужчинах, возможно, или еще о чем-то. От вас в обратку хочет, чтобы вы просили прощения, чтобы вы умывались слезами, что вам так плохо, прости меня. Я там, ну это вот, без тебя, бедная несчастная, я совершила ошибку. Ну, короче, девочки. Это такое, знаете, я бы не сказала, что это такие высшие мужские чувства по отношению к вам. Он хочет, чтобы вы ползали на коленках. Он хочет, чтобы вы признались, что вы, да, вы такая гулящая, что у вас есть другие отношения, что это не отношения. А все просто завязано на том, что он просто очень сильно ревнует, что у вас там кто-то где-то целует другой, понимаете? Но они какие-то мелкие эти, это даже не чувства. Вот чувствами тут не обзовешь. Самое его большое чувство, которое он испытывает, да, и что он хочет от вас здесь, девочки, это чтобы вы это вот просили прощения, чтобы вы вызванивали, да, ему, чтобы, ну, прости меня, что ты, как вы, короче, подлизывались по-разному, а он бы вас игнорил, да, или какие-то гадости вам говорил, да, а вы бы с платочком сидели и плакали тихенько и слушали его. А что бы ты еще сказал ей? Что бы ты еще сказал ей? А знаете, девочки, да,
У него-то в самом внутри у него, смотрите, вот при первом раскладе выпадало, что он, ну, как бы ревнует вас к другим, что кто-то может с вами быть другой, да. И в то же время вот здесь вот выпали карты уже такие. Короче, он хочет, чтобы вы к нему вернулись, чтобы вы просили прощения, чтобы вы прям, знаете, ползли за ним, девочки, с матрасом на спине, ползли и плакали. Вот. Чтобы вернулись к нему, девочки. Но не с гордо поднятой головой, да. А он хочет, чтобы вы это все делали сами. Вот такие дела. Причем он типа намерен не сдаваться. Он будет выжучиваться, выкобеливаться, чтобы вы, так знаете, пониже на коленках к нему ползли. Но тут один такой момент есть, да. Он вам-то любви особой девочки не дает, а от вас хочет, чтобы вы прям офигеть, как его любили бы. Вот докажи мне свою любовь. А ты сделай, я тебе буду говорить так, перепрыгни через забор, выкопай канаву, это, не знаю что, выучи 5 языков. Ну, короче, знаете, какие-то предъявы. Докажи мне, что ты меня любишь. Вот если ты меня докажешь, что ты меня любишь, ну, я еще подумаю, быть с тобой или нет. Но, девочки, у него такие мысли. Он хочет вот этого возвращения вашего на коленях к нему. Вот такой вот третий вариант. И четвертый вариант. Давайте посмотрим. Бывший, что бы он сказал тебе сейчас? А он тебе и скажет. Он явится, девочки, в вашу жизнь опять и скажет вам все, что он считает нужным. А что ты будешь говорить ей? Девочки, будет этот мужчина будет с вами выходить на связь, да, сегодня, там, через месяц, может, через 2 года, да, но я имею в виду, что вы с этим мужчиной опять будете общаться, потому что этот мужчина, вот как говорится, нагуляется, набегается, да, потом придет. И вот это такой вот возвращенец, это возвращенец, девочки. Только знаете, в чем прикол, да? Он-то будет возвращаться к вам, смотрите, кем выпал. Он выпал дураком, да? То есть, как бегать, так он король, а как возвращаться, он выпал в дураке. Он будет к вам возвращаться, когда у него будет все хреново. Вот, девочки, вот когда он объявится, знайте, что у него все хреново в жизни, да? И, возможно, отмыть его, обуть, одеть, покормить, да, будет рад, если вы будете это делать. Он будет возвращаться, девочки, этот мужчина. Что бы он тебе сейчас сказал? Повешенный. Повешенный, девочки, и дурак, да? Повешенный дурак выпал. Король Пентаклевый. Он будет к вам возвращаться именно в самом хреновом своем виде, в котором он был. Вот если он еще не дошел до ручки, да, то знайте, когда он дойдет до ручки, он вам позвонит, напишет, придет. Да, 100%. 100% объявится. А что ты ей хочешь сейчас сказать? Вот сейчас, в своем состоянии короля. Он знает, что на вас как-то можно положиться, что вам можно доверять, что вы добрая, что вы хорошая, что вы его пожалеете, что вы его возьмете назад, девочки. И поэтому именно, вот смотрите, какой тут прикол, да, в четвертом варианте у этого вашего бывшего, да. Вот как только у него станет все хреново в жизни, он знает, куда вернуться, он знает, куда постучаться, этот блудный кот, да. Как наед и сытый, как говорится, да, чистый и проглистованный и против блох обработанный. Так он гулять гораст. А как только его там где-то собаки за шкуру потягают по кустам. Как только вши, да, как только голод, так сразу бежит к хозяйке, вспоминает, где его кормить.
И вот он почему-то думает, что вы его все равно простите, вы его примете, что вы ему поможете, что у вас очень добрая душа и все остальное. Да? Но обратите внимание, почему это он хочет к вам вернуться именно в таком вот состоянии уже побитом, дерганом? Да, с одной стороны, потому что вы добрая и все остальное, да. А с другой стороны, а почему бы вот это не в горе и в радости, да? То есть это вот как в радости, так и он отдельно хочет быть. А как в горе, так он прибежит, девочки. Что ты хочешь ей сказать сейчас? Он вас ценит и уважает. Вне зависимости от того, как вы расстались, он реально считает, что вы офигенная, что вы крутая, хорошая, красивая, умная, все у вас будет хорошо, и что вот прям вы, знаете, человек, которому можно доверять, к которому можно вернуться и которая все простит. Но бегать я буду. Вот пентаклевый король. А знаете, почему еще, девочки, он захочет к вам вернуться? А потому что у вас будущее очень хорошее выпало. Вот у кого, смотрите, у него в будущем выпало, что у него хреновое будущее, да, там и повешенный, и дурак. А у вас в тот момент, когда он будет и повешенный дурак, девочки, да, у вас наоборот будет взлет какой-то, у вас будет вообще и колесо фортуны тут выпадает, да, у королевы, и у королевы кубковые, замечу. И у вас будет все охрененно. И у вас и денег будет дофига. И вот прям успешная такая женщина. И в тот момент, когда у вас будет все хорошо, я надеюсь, девочки, уже сейчас все хорошо, да, когда у вас будет офигенно все, вы будете на пике, да, снизу постучаться. Снизу постучится он, прими меня, помоги мне и все остальное. Хочет вернуться. А вот сейчас именно скажи. Сейчас, девочки, он, как говорится, знаете, не, а он, он, девочки, как гулящий какой-то выпало, да, то есть тут выпадает еще и другая королева, и он паж, да, то есть он ведомый. Он ведомый и в то же время такой, знаете, эм, у пошуках лепшего життя, да, или как там на разных языках, да, ищет лучшего счастья для себя, да, лучшей жизни своей ищет и все остальное. А вас он просрал. Но с другой стороны, а вы бы были бы счастливы, насколько вы будете, девочки, у вас будущее вообще офигенное выпадает, да. И вот именно когда вы будете на топе, он будет к вам типа возвращаться. А для чего? Чтобы вы его тащили куда-то. А вам это надо, девочки? Но смотрите, если он ушел к другой девочке, он с ней расстанется и будет пробовать стучаться к вам опять. Понимаете? Вот такие дела. А еще вот этот король, вот мне хочется передать его девочке вот такие вот мысли какие-то, да. Он ищет, где теплее, где лучше. И он такой вот сам в себе сомневашка, все время сомневается. Вот даже его посади, да, на воз золотом, он будет думать, почему я здесь? Для чего я здесь? Почему? Может быть, я лучшего могу? Мне скучно. Короче, знаете, лучший враг хорошего. И вот он как раз к такому типу мужчины и относится. Ищет, что получше, где получше, теряя синих птиц на самом деле. Ну, пусть бегает. Но, смотрите, это ваше будет время. Когда у вас будет колесо фортуны, девочки, да, и это ближайшее будущее, я вам скажу. У вас, как говорится, если вы живете на съемной квартире, у вас нету денег или еще что-то, да, не переживайте, девочки. Вы будете жить вообще в малине, в шоколаде, в меде, на самом деле, да. И у вас реально будет такой взлет, пик такой, у вас будет все хорошо, да. И вот он тут объявится, такой побитая собака, придет под ваш дом. А что с ним делать, вы уже будете решать. Но я вам скажу, что вы все равно из-за своей доброты, а у вас гигантская доброта внутри вас, да, что где-то вы даже с ним чем-то и поделитесь.
У меня такое ощущение, что вы где-то вот поделитесь с ним счастьем своим, личным, личным счастьем, девочки. Либо заработанными деньгами, либо дадите ему свой кров, приют дадите. Потому что он знает об этом, что вы очень добрая, у вас широкая душа, да. Но в то же время, как в радости он не с вами, а как в горе, так беги ему помогай. Но не мне судить здесь сейчас, и не мне мерить или запрещать вам быть доброй. Вы такая, какая вы есть, и вы увидите, что вы, ну, что вы дадите этому мужчине из доброты. Захотите, не захотите, будете давать, не будете, девочки. Только одно вам скажу, да, посоветую. Вы выпали королевой кубковой там. Дело в том, что когда возвращается вот этот бывший, а там выпал повешенный дурак, да, то есть смотрите, а, замужем, не замужем, неважно, там будет идти к вам новая жизнь какая-то, да, может быть ребеночек, да, может новый мужчина. И то есть вот-вот у вас только наклевываются классные отношения, действительно с классным мужиком, и вы уже начинаете вот влюбляться и чувствовать этот свет вокруг себя, да. И вот этот может оттягивать на себя это. То есть я бы вам посоветовала с ним не делиться ничем. Вот когда он придет к вам, да, обратиться к вам и все остальное, не бегите, сломя голову к этому своему бывшему, да, потому что он как-то от вашей фортуны будет хотеть урвать какой-то кусочек себе. Но опять-таки, да, тут вообще у вас выпадает по картам шикарная душа, да, и то, что вы будете делать, это ваш выбор. Главное, не навредить самой себе. Вы тут выпадаете как донор, да, как и энергетический донор, как и какой-то ресурсный донор, да, поэтому вы можете дать ему лишнее, что у вас лишнее есть, что не жалко, да, там пожертвовать, как говорится. А вот так вот, чтобы свою жизнь херачить из-за него, то я вам не советую. Вот такой вот четвертый вариант, котики. Все, спасибо за внимание. Пока-пока.